Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня хочу предложить вам приготовить ленивые голубцы. Классические голубцы у меня уже есть на канале. Сегодня приготовим ленивые. Вкусные, ароматные. Я думаю, вам понравится. Давайте приступим. Итак, для приготовления ленивых голубцов мне понадобится фарш, капуста, зелень, рис, морковь, лук, масло, соль, перец, сванская соль. Если у вас нет сванской соли, не проблема, можете просто обычной солью, но так как в сванской соли здесь очень много специй, больше никаких специй не нужно. Если у вас нет сванской соли, добавьте кориандр или базилик, чеснок сухой, можно использовать свежий, если нет сухого чеснока. Так, и растительное масло. Это у нас для ленивых голубцов. Для соуса я буду использовать сметану, томатный соус, лук, морковь, помидоры. Помидоры у меня мороженые, прошлогодние, но они очень хорошие, это летние помидоры, не такие, как сейчас в магазине, пластмассовые. Сахар, ну, естественно, соль и перец. Это для заливки. Ну и давайте приступим. Все граммовочки на продукты будут указаны под видео и в видео. Сначала отварим до полуготовности рис. В кипящую воду отправляем рис. Рис я предварительно помыл, засыпал в кипящую воду. Вариться он будет минут 7-10. Пока рис варится, подготовим овощи. Нашинкуем лук, морковку натрем и капусту. Лук нарезаем мелким кубиком. Пока я нарезал лук, рис отварился, отставляем его в сторону, пусть остывает. Разогреваю сковороду. Добавляю масло и немного растительного. Растительное добавляем для того, чтобы не горело сливочное масло. Масло растаяло, отправляю в сковороду лук. Пока обжаривается лук, натру морковку. Морковку я натер, отправляю ее к луку. Перемешиваю, оставляю морковку с луком тушиться, а тем временем нашинкую капусту. Капусту я нашинковал, отправляю ее к луку с морковкой. Капусту я нашинковал, меленько изрубил, чтобы удобнее было формовать голубцы. Добавляю в капусту немного соли и чуть-чуть перчика. Все перемешиваю и оставляю тушиться капусту с морковкой и с луком минут на 15-20. Пока капуста тушится с морковкой и с луком, рис остывает, подготовим овощи на подливку. Лук также мелко нарезаем мелким кубиком. Лук я нарезал, перекладываю его тарелочку и отставляю в сторону. Морковь для подливки натираю на мелкой терке. Так, морковку я натер. Также откладываю ее в тарелочку. Отставляю в сторону. Подготовим помидоры. Помидоры можно нарезать меленько, но я их пробью блендером погружным. Помидоры отставляем в сторону. Капуста с луком и морковкой протушилась. Выключаем. Тушилась она 8 минут, достаточно. Выключаем и пусть она остывает. Пока капуста и рис остывают, приготовим соус. Включаем плитку. Добавляем масло. Отправляю на сковороду лук, морковку,
Перемешиваю. Даю немного прожариться. Добавляю 3 столовых ложки томатного соуса. Перемешиваю. Теперь добавляю перебитые блендером помидоры. Перемешиваю. Даю соусу прокипеть минут 5-7. Добавляю пол-ложки соли. Соль и перец добавляйте по вкусу. Пол-ложечки сванской соли. Если нет сванской соли, можете добавлять просто обычную. Немного перчика. Сахар. Все это перемешиваю. Даю немножко прокипеть соусу. И буду добавлять сметану. Соус немного потушился. Влага выпарилась. Добавляем сметану. Перемешиваю. Попробую на соль. Добавлю еще немного соли. Перемешаю. Пробую еще раз. Всего достаточно. Соус немного густоватый. Добавлю стаканчик воды. Довожу соус до кипения и выключаю. В соус можете добавлять специи, какие вам нравятся. На соль, на сахар, на перец, на остроту. Это дело вкуса каждого. Соус закипел, выключаю его. И отставляю пока в сторону. Капуста и рис остыли. Отправляю их в фарш. Добавляю соль, сванскую соль, сухой чеснок и перец. Все это перемешиваю. Итак, фарш у меня готов. Начинаю формовать голубцы. Противень смазываю маслом. И теперь берем фарш. Вот так вот формуем такую котлетку. И выкладываю. Так формую все голубцы наши ленивые. Итак, я сформировал все голубцы. Вот у нас получилось 18 штук. Теперь я их отправлю в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. После 25 минут я их вытащу, залью соусом и отправлю еще минут на 20-25. Ну, посмотрим по готовности. Ждем 25 минут. Итак, прошло 20 минут. Голубцы готовы. Вот такие ленивые голубчики получились. На вид очень аппетитные, очень ароматные. Запах на всю кухню. Сейчас я им дам немножко остынуть и буду пробовать. Польем их соусом. Посыплю зеленью. Добавлю немного сметанки. Кто хочет, может с майонезом, с томатным соусом. Кому как нравится. Я люблю со сметанкой.
Такой голубец мягенький, ароматный. Очень вкусно. Просто фантастика. Советую вам обязательно приготовить это блюдо. Это очень вкусно, сытно и красиво. Если вам понравился рецепт, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пишите, какое готовите это блюдо. Может, у вас есть какие-то замечания или пожелания, я их учту. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Спасибо за просмотр. Пока.